Приветствую вас, друзья, на своем канале, посвященный нумерологии и психологии. Сегодня мы с вами будем разбирать так называемую карту кармических уроков. То есть, что это вообще такое? Кармическая сила, она появляется тогда, когда число представлено в имени два либо более раза. То есть, буквы и цифры имени указывают на имеющие у вас таланты и способности. То есть также это характеристики, которые можно сравнить с мастерской, в которой имеется определенный набор доступных для нас инструментов. И поэтому кармические уроки – это те области, где мы слабы и в которых нам нужно проработать в течение жизни. Кармических уроков может быть несколько, и поэтому сейчас мы с вами разберем пример, где мы увидим, сколько у человека представлено кармических уроков, а также мы разберем символику и характеристику каждой цифры данного кармического урока. Итак, возьмем нашего Иванова, Петрова, Ивановича. Возьмем Ивана, Петрова, Ивановича. И выпишем его, собственно говоря, в строчку. Для этого нам понадобится полностью его выписать. Выпишем имя. Иван. Петров. Иванович. И мы проставим все те цифры, которые соответствуют его буквам. То есть, собственно говоря, я возьму красную ручку, и будет удобнее выделять. То есть для буквы И соответствует для И соответствует девятка. Для В соответствует тройка. Соответственно, для буквы А соответствует единица. Для Н соответствует четверка. Для П соответствует шестерка. Для Е тоже шестерка. Для Т соответствует девятка. Для буквы Р соответствует семерка. Для О пятерка. Для буквы В тройка. Здесь у нас получается под И девятка, под буквой В тройка, под А единица, под Н четверка, под О пятерка, под В тройка, под И девятка и под буквой Ч, соответственно, пятерка. Мы рисуем так называемый квадрат Пифагора, это, конечно, не квадрат Пифагора, как он есть. Таким образом. Это будет такая, как таблица. Нарисуем ее таким образом. И сюда мы будем записывать те числа, сколько раз они повторяются. Например, у нас здесь обозначим в верхнем 1, 2, 3, 4. Не дочертил. Прошу прощения. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть здесь мы записываем то количество раз, сколько у нас повторяется число. Например, единица у нас повторяется 2 раза. То есть 1 раз и 2. Пишем 2, то есть 2 раза. Двойка у нас не встречается вообще нигде, поэтому пишем 0. Тройка у нас повторяется 1, 2, 3, 4. 4 раза повторяется тройка. Дальше четверка у нас повторяется раз, два, всего 2 раза.
То есть пишем здесь 2. Пятерка у нас встречается аж 3 раза. Пишем цифру 3. Шестерка у нас повторяется 1, 2, 2 раза. Пишем 2. Семерка у нас повторяется 1 раз всего лишь, поэтому пишем здесь единицу. Восьмерка у нас нигде не встречается, соответственно, пишем 0. И девятка у нас встречается аж 1, 2, 3, 4. Аж 4 раза. Что означает эта таблица? То есть там, где стоит у нас 0, это означает, что это и есть наш кармический урок. То есть в данном случае кармических уроков у человека 2. Поэтому здесь у нас получается 2 и 8. И мы сейчас будем давать характеристику каждого числа. Если получилось число 1, то это говорит о том, что необходимо проявлять инициативу и становиться более решительным. То есть нужно воспитывать волю. И придется отстаивать то, во что вы верите. Научитесь вырабатывать собственные решения и будьте более независимыми. То есть необходимо проявлять способность стать сильнее и динамичнее. Также не обращайте слишком много внимания на то, что думают другие. Вы можете быть тверды и научитесь защищаться. Работайте над чувством собственного достоинства и преодолевайте любое желание откладывать дела на потом. Если получилось 2, если двойка присутствует, то число кармического урока 2 нам говорит о том, что нужно стать более дипломатичнее и более тактичнее, научиться оставаться в тени там, где это необходимо, и иногда совершать поступки, за которые вы не получите приз либо награду. Научиться играть в команде, и также нужно внимательнее относиться к нуждам и чувствам других людей. И вы будете регулярно попадать в ситуации, которых дорога к успеху ведет через спокойствие, внимание и требует от вас тесного контакта с другими людьми. 3. Число кармического урока 3 говорит о том, что вы излишне самокритичны. Каждый раз, когда становитесь центром внимания, вы умудряетесь найти в своей внешности что-то ужасное. Также вы установили недоступные стандарты совершенства в качестве естественной меры ваших действий. Нужно поднять свое настроение и поймите, что свой критицизм нужно контролировать, иначе он не позволит вам заниматься тем, что вам по-настоящему нравится. Вы слишком серьезны, и будьте оптимистичнее и жизнерадостнее. Наслаждайтесь жизнью такой, какая она есть. Делитесь этой радостью с другими людьми. Также вы можете оказаться в ситуациях, требующих воображения и общения с другими людьми. Здесь необходимо предстоять испытания, в которых ваша воля закаливается. Число 4. Число 4 говорит о том, что вы чувствуете беспорядочность своего жизненного пути. Нужно выработать методичный и дисциплинированный подход. Вы должны установить фундамент для вашей жизни, иначе будете считать себя потерянным и метаться из стороны в сторону. Вам трудно найти работу, которую могли бы делать хорошо, несколько непрактичны и неорганизованы. Ищите ответы на вопросы во внешнем мире, а не внутри себя. Вам нравится начинать новое дело, но вы быстро охладеваете и бросаете его на полпути. Вы обнаруживаете, что новое начинание тоже требует усилий и упорства, поэтому часто бросайте начатое дело. Нужно усилить концентрацию и приложение. Число кармического урока 5 говорит о том, что необходимо быть смелее, преодолевать свои жизненные страхи. Используйте каждую возможность приобрести опыт. Путешествуйте, смотрите разные страны, экзотические направления.
Расширяйте свой кругозор, общайтесь с новыми людьми, приобретайте новый какой-то полезный опыт и навыки при общении с ними. Преодолевайте склонность к упрямству и суровости. Научитесь доверять. Это ваш урок в переменном и в гармонии с окружающим миром. Старайтесь адаптироваться к переменам и расти. Число кармического урока 6 говорит о том, что у вас проблемы с общением и ответственностью за окружающих. Необходимо наладить отношения в браке и восстановление других личных отношений. Следует научиться выражать истинные эмоции. Вы можете чувствовать себя покинутым либо одиноким, но вы не понимаете причины этого. Это происходит потому, что часто устанавливаете отношения, не внося в них душевного тепла. При этом вы не выражаете истинную привязанность либо заботу. А связь между вами и другими людьми становится поверхностной. Вам надо научиться устанавливать искренние взаимоотношения с людьми. И поймите, что близкие друзья и продолжительные взаимоотношения крайне необходимы человеку. Научитесь давать и, если необходимо, жертвовать. Число кармического урока 7. Говорит о том, что надо углублять знания и таланты, относящиеся к определенной дисциплине. У вас нет желания либо решимости совершить какие-то действия над собой. Необходимо самосовершенствовать себя и свои таланты, которыми вы обладаете. Должны научиться к себе критически, но без самообвинения, чтобы добиться наилучшего развития своих способностей. Научитесь не оценивать вещи по внешним признакам. Также необходимо из-за поверхностного внимания понимать четко и глубже вопросы, которые должны быть удовлетворены от реализации вашего истинного потенциала. 8. Можете заработать большое количество денег и даже больше. Но в финансовых делах у вас часто бывают взлеты и падения, которые в основном объясняются вашим легкомыслием. Вы крайне независимы и не желаете, чтобы давали либо навязывали свою волю, и либо говорили, либо подсказывали, как вам поступать. У вас большие проблемы с представителями власти, и в основе это лежит уверенность в том, что вы все знаете, и упрямство. В результате вы не можете трезво оценивать обстановку. Вам необходимо научиться обращаться с деньгами в любом случае. Вы можете заработать достаточное количество денег, но деньги у вас утекают сквозь пальцы. Этот кармический урок заставит вас узнать ваши ограничения, так же, как и пределы ваших ресурсов. 9. Говорит о том, что вам следует научиться сострадать и быть терпимым. Вы должны научиться понимать переживания других людей. И наступят времена, когда вам придется жертвовать своими эгоцентричными амбициями. И необходимо расширять свой кругозор. Должны воспринимать проявления в большом масштабе. И не понимайте, какими огромными потенциалами вы обладаете, чтобы влиять на судьбу и судьбы окружающих. Направьте усилия на помощь людям и на решение конкретных социальных задач. Ваш исход – это обязательство перед обществом и человечеством в целом. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы узнали о себе еще немножко больше. Поэтому буду рад вашей подписке, вашим лайкам и комментариям. А следующее видео мы будем разбирать число вашей скрытой страсти. Хорошего вам дня!